С одной стороны, нам кажется, что не так уж плохо быть тем, кто всем угождает. Ведь мы хотим нравиться окружающим. Но с другой стороны, такая модель поведения не сулит ничего хорошего как самим льстецам, так и тем, кому они льстят. Льстецы – это те, кто чувствует, что просто обязаны вести себя в соответствии с ожиданиями других людей, но при этом держат в тайне свои настоящие чувства, скрывают недовольство, умалчивают о некоторых неприятных фактах. Они ведут себя как идеальные возлюбленные, хотя их чувства на самом деле далеки от искренних. Например, они одобряют планы, которые им вовсе не по душе, или не выражают свои истинные потребности и намерения. Откровенно говоря, мы можем утверждать, что льстецы – это лжецы, как бы грубо это ни звучало. Но дело в том, что они лгут не потому, что они хотят извлечь выгоду, а потому что они до ужаса боятся не угодить другим. Чтобы понять льстецов, нам следует посмотреть на их прошлое, в котором почти наверняка были родители, не способные принять поведение или какие-то черты своего ребенка. Возможно, его отец впадал в бешенство при любых признаках несогласия, а потому ребенок боялся заявить, что он что-то не хочет есть, что устал или чего-то боится. Чтобы научиться выживать в таких условиях, он четко усвоил, что должен делать и говорить только то, чего от него хотят другие. А вопрос, чего же он на самом деле хочет, стал для него второстепенным. Ведь важно только предугадать желания других, ведь от этого зависела его жизнь. Потому льстецы не всегда лгут из страха. Часто они лгут из любви к человеку, к которому чувствуют глубокую привязанность. Они лгут, потому что не хотят начинать супружескую ссору, беспокоить родителей или друга, у которого и так много проблем. Они думают, разве я имею право усложнять жизнь другому человеку? Но какими бы обоснованными не были причины поведения льстецов, во взрослой жизни им следует избавиться от привычки угождать другим людям. Первый способ заключается в том, чтобы чаще напоминать себе, что наши коллеги, возлюбленные и друзья полностью отличаются от людей, с которыми были связаны наши тревоги в детстве. И те, кто окружает нас сейчас, способны принять возникающие противоречия, отказы в вежливой форме или какие-то неприятные высказывания, если они будут в рамках культуры и такта. От этого с ними ничего не случится. То есть мы вырабатываем привычку не соотносить группу людей вокруг себя со всем человечеством. И даже если кто-то один не воспринял ваш отказ или как-то неадекватно отреагировал на замечание, это вовсе не значит, что так будет с другими. Все люди разные, и в большинстве своем они адекватны. Во-вторых, мы должны признать негативные последствия своего поведения. Да, мы можем иметь благие намерения, но если мы не будем честными, то это только навредит другим. Особенно на работе. Мы никому не делаем одолжения, умалчивая о своих сомнениях и претензиях. В любовных отношениях лесть тоже не сделает нас добрее. Особенно если мы продолжаем оставаться с человеком, которого больше не любим, но считаем, что он не сможет жить без нас. Поверьте, он выживет.
А вы, расставшись с ним сейчас, дадите ему шанс найти того, с кем он будет действительно счастливым, а не с тем, кто лишь создает видимость счастья. Ну и, наконец, самое сложное испытание для избавления от лести – это задача рассказать о неприятной новости. Когда мы были детьми, то не умели правильно излагать свои мысли. Мы не знали, как облачить в слова ту боль, которую ощущаем. Не могли убедительно разъяснить свои чувства. Но сейчас мы вполне можем позволить себе проявить твердость в отношениях своих взглядов, не причиняя при этом вреда другим. Мы можем сказать «нет», все еще действуя в рамках благих намерений. Мы можем указать человеку на его неправоту, не подразумевая при этом, что он дурак. Мы можем уйти от кого-то, удостоверившись, что этот человек осознает, насколько важны для нас были эти отношения. Другими словами, мы можем прекрасно жить и без лести.